Всех приветствую. Сегодня тренировка по боксу, да, для начинающих, продвинутых. Приветствую. Тоже всех приветствую. Приглашаю, да. Сегодня будем разговаривать о стойках, да, в боксе. Как двигаться в них, да, передвижение. Передвижение, да, защита, смещение, передвижение, уклоны, нырки. Вот. Что ломали, шаман? Что ломали? Не знаю, ничего не ломали. Все вроде целое, слава богу. Вот. Ребята, кто сегодня желает, да, онлайн-тренировка будет. Работа в стойке, защита конкретно. Уклоны, нырки, как делать. Как делать уклоны, как делать нырки, смещения, работа на ногах. Вот сегодня будет эфир, посвящен этому. Вот кто хочет основы бокса, да, посмотреть, как передвигаться правильно, с помощью чего, да, я буду показывать на примере. Вот в блины буду ложить с гири, да, с гантель. И буду показывать, да, как передвигаться, как научиться вот передвигаться, чтобы свободно себя чувствовать, да, на ногах. Это не только для боксеров полезно, а вообще в общем, вот, как фитнес, да, как для разнообразия. Ну, вообще смысл эфира – это защита и перемещение в боксе. Вот сегодня будем об этом разговаривать. Кто желает, да, оставайтесь, подписывайтесь, потому что я веду блог о боксе, да, бодибилдинг, бокс, легкая атлетика. Вот у меня возможность есть только подписчикам, и 25 человек еще может, ну, помимо подписчиков смотреть. Поэтому, кому интересно, ребята, посмотрите в профиле, какие тренировки я делаю, да, чего людям учу. Если интересно, подписывайтесь, будет видео в профиле, я делаю плейлисты вот, для тех, кто хочет освоить что-то новое, да, основы бокса, бодибилдинг, больше 20 лет стажа. Поэтому всех приглашаю подписываться, да, чтобы можно было онлайн наблюдать. Лично сам сейчас, да, вот, после зимы уже восстанавливаюсь, готовлюсь там, к соревнованиям к летним. Вот буду. Спасибо, ребята, за лайки. Спасибо большое. Да, личный, да, достижение за месяц это 8 килограмм. Я скинул, вот убрал своими тренировками. Да, у меня комплексные. Вообще я боксом занимаюсь, да, и буду. Привет, привет, привет. Всем привет. Всех очень рад слышать, видеть, ребята. Спасибо за лайки. Вот сегодня тренировка будет, буду рассказывать защита в боксе, уклоны, нырки. Вот кому интересно, пожалуйста, оставайтесь. Кто не может, время может быть позднее или же нету времени, понимаю, сегодня пятница, а я мало. Спасибо, Родион, спасибо. Подписывайся, ты правильно сделал, поверь, ты не пожалеешь. Вот, всегда хорошая информация о спорте, у меня 20 лет друг стажа.
Понимаю, что пятница, да, хочется погулять, особенно молодежь. Я себя в пятницу помню, какие тренировки там. Вот если тренировка была в пятницу, никто не хотел на нее идти. Да, 8 часов с зала выходишь и в клуб сразу. Пакет ложишь дома. Thank you very much. Hi, bro. How are you? I am training boxing, athletics, CrossFit. I have video broadcast for people who want to start boxing, athletics, CrossFit, bodybuilding trainer. I am boxing, bodybuilding, athletics, CrossFit trainer. Ребятки, всем привет. Вот. Поэтому кто сегодня решил, запланировал погулять, да, в пятницу, а не тренироваться, эфиры я оставляю, да, в профиле, так что никто ничего не пропустит. Вот. Но вживую можно задавать вопросы, да. Вопросы, кого что интересует. Основы бокса, бодибилдинга. Вот, я являюсь мастером спорта по бодибилдингу, кандидатом в мастера спорта по боксу. Разряды у меня есть по смешанным единоборствам. Ну, долго очень перечислять, я думаю, оно не нужно. Можно посмотреть в профиле. Your English is good, SPSL for Russian training is very good. Bro, I'm sorry, my English is not best. I learning English and Deutsch and Francais today and every day, and I have teacher Francais, teacher English. I learned little progress. I have little progress. Sorry. Здоровья, ребята, взаимно здоровья. Вот эфир здоровья, кстати, правильно ты заметил, Алексей. Это эфир здоровья. Вот я всегда говорю людям, я веду эфиры здоровья. Приходим, кто хочет улучшиться, да, в единоборствах, в боксе, там какие-то упражнения силовые получить, есть это. Кто хочет просто, да, физкультуру, ну, мало ли, у меня вот есть разные, да, контингент. Кто смотрит, и взрослые люди, вот скоро буду тренировку проводить дома для возрастных, да, вот как мои родители уже взрослые, дай бог здоровья, и чьи-то еще, да. Вот люди сталкиваются с такой проблемой, ну, как заниматься, да, вот человек дома сидит уже, ну, старичок, да, вот такие буду делать блоги еще, точнее, не блоги, а тренировки. Ну, а основа это бокс, да, основы бокса, сейчас будет месяц основы бокса, я даю основы бокса, и буду потом lot of this very good to conduct trainings. Sorry, bro, I not very understand, not understand. 50-50, yes, understand, 50 no understand. Sorry, pardon. I have in profile video broadcast for people who want to start boxing, athletics. Вот. Так что, пожалуйста, если кто хочет, да, подписывайтесь, потому что я буду готовиться к соревнованиям, да, и буду проводить свои тренировки, личные свои комплексы. Вот. Сейчас у меня, да, свои достижения. У меня вот 8 килограмм я скинул веса, у меня было 98 килограмм, ребятки. 98, сейчас 90, вот на веса с утра становился. 90,5 я планирую ехать боксировать в 90, до 90-750. Вот. И сейчас апрель будут тренировки для начинающих, кто хочет, да, получить базу, кто хочет. Спасибо, ребята, спасибо, bro. Thank you very much. Come my training live, and I have video in my profile broadcast for people who want to start in boxing, athletics, video, and go to my training live. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Video broadcast for people, beginners, athletics, beginners, boxing. Вот. Да, так что, ребята, кто желает научиться чему-то новому, может быть, узнать. Орлан, не, я немножко. Привет всем, ребятки, всем привет. Ну, я чуть-чуть, я учусь, Орлан, надо учить язык. Язык надо учить, потому что... Спасибо, ребята, спасибо. Я не думал, что сегодня
Я не думал, что сегодня много людей будет. Думаю, пятница, это я там уже, да, старичок, вышел, это эфир провести, думаю, молодежь гулять будет, думаю. А сегодня людей много поприходило. Молодцы, хотите. Тренировки это хорошо. Я как начал тренироваться, всю жизнь иду вот, с плечо к плечу со спортом, да, много разного вида спорта, да, было в жизни. Но I'm preparing for the Olympics in boxing. О, ничего себе. It's good, okay, it's good. Championships, I go to championships, no Olympic, no championships, championships, yes. And I have titles, first three level, first three level. Ребята, сегодня буду рассказывать о перемещении, о защите, о нырках и о уклонах и о нырках. Кому интересно, у кого есть время, оставайтесь, да, побудьте в эфире. Вот. У кого нет, я сделаю, скорее всего, нарезку этого эфира. Думаю, сделаю нарезку, вот, чтобы было. Потому что защита, да, смещение, нырки – это очень важно для боксера, да, для любого человека, да, кто занимается единоборством. Есть разные, да, буду показывать сегодня, как уходить, да, с движения, как уходить вот назад, как уходить, как сближаться, да, с защитой. Ну, в общем, немножко информации дам для начинающих, да, как двигаться в защите, находясь, как отходить, вот, как работать на контратаке, поговорим об этом. Так что, пожалуйста, кто хочет, ребятки, сейчас небольшую разминочку сделаем. Вот. Для тех, кто... Ну, хорошо, вы ж молодые, конечно, прыгайте. А я сегодня прошел, Орлан, наверное, километров 10 пешком. Вот, и сейчас буду тренироваться, только мне 40 лет. Сейчас буду тренироваться, буду делать тренировку, показывать, вот, и буду грушу потом еще, мусолить грушу буду. Так что, ребятки, у кого есть желание, оставайтесь. Если есть возможность, да, пусть оно там включено, наматывает мне, чтобы я не зря вот это. Вот. А завтра будет, кстати, силовая тренировка. Кто смотрит, ребята, завтра буду делать силовую тренировку. Я не знаю, что именно. Спасибо, ребята, за лайки большое. Я не знаю, что именно, но будет силовая. Может быть, брусья пойду делать. Хочу показать. Вот есть у меня одно упражнение такое, да, я его до 10 где-то лет его точно уже делаю, да, и вот хотел его записать, показать, может быть, завтра брусья, либо же гантелями какие-то будут суперсеты, так что завтра, если у кого-то время будет. Да, Орлан, если будет завтра время у тебя, приходи, буду силовые показывать, я не знаю пока что, но уже есть у меня план, я в любом случае буду силовую делать, вот, и... А сегодня буду сейчас для новичков, да, ребята, кто смотрит, кто будет смотреть, потом все равно в повторах. Для вас самое главное, кто на первых порах, ребята, раскачивается, да, только вникает в бокс. Начинайте, вот, у вас каждая тренировка, она должна начинаться с того, что вы встали, вот, ножки смотрят, коленочки в середину, и большие пальчики смотрят в середину. Вы на 3 пальцах, большой палец ноги, и следующих 2, вы работаете, вот. Вот это новички, запомните, вот это ваше, вы должны это делать, да, вот это движение постоянно, разминка, не разминка, вы пришли, есть у вас возможность 2 минуты, да, 3 минуты, вот где-то стоите, готовите. У меня бывает такое, что если я не тренировался, готовлю еду себе, да, вот на кухне стою, я становлюсь, вот, готовлю еду и делаю, так я занимаюсь больше 20 лет. Ребята, и поверьте, это работает, если ты не можешь сделать тренировку, вот, Орлан, если ты смотришь, вот если у тебя ноги болят, вот ты возьми, будешь себе сегодня готовить или что-то делать, и стань, попробуй, вот. Просто готовишь, да, и передвигаешь вес, перекидываешь, вот.
Потому что когда ты в любой ситуации можешь уже перекидывать его, да, ты наработал, ты понимаешь, это реакция, ты отрабатываешь постоянно у тебя, потому что чтобы уйти, чтобы атаковать, чтобы, да, сделать контратаку качественную, чтобы уйти с линии, да, контратаки, нужны ноги. Нужны ноги и перенос веса, ты должен почувствовать, куда тебе развернуться, сюда, да, или же сюда вот сойти, сместиться. В смысле спарринг какой? Борцовский или боксерский? Я не пойму. Боксерский или борцовский спарринг? Напиши мне, я просто не могу понять, что ты именно имеешь в виду. Вот, поэтому для всех, да, ребята, новички, вот, это база, это 100%, это я вам говорю, без ног вы не научитесь ничему. То есть без переноса веса, пока вы не будете, вот это упражнение делать, чуть-чуть туловище вперед, вот, и на пальчиках ножки вас смотрят вот вперед чуть-чуть, вот. Вот это база, ребята. Вот это новички делают, отсюда уже выходит все остальное. Вот. Вот. Сейчас я буду рассказывать, да, о уклонах и о нырках. Значит, что такое нырок? Нырок – это такой прием в боксе, да, который нужен для того, чтобы уйти с атаки. То есть, либо же это наносится соперником, да, боковой, ты уходишь под ручку, вот, уходишь под ручку. Либо же просто ты можешь упасть, ну, допустим, у тебя нет времени сместиться, ты просто упал и вынырнул, да, упал и вынырнул где-то, и ушел с линии атаки. Ну, вы ж там просите кто-то, чтобы присутствовал тоже между, ну, аккуратно, спарринг, это самое, да, ну, чтобы... Не, ну победил. Победил как победил? У вас судья был или победил? Как это? Ты так думаешь, что ты проиграл? Или он по очкам победил? Или как это произошло? Победа бывает по очкам, бывает нокаутом, бывает техническим нокаутом. Ну, как он у тебя победил? Вот. Поэтому, ребята, техника выполнения нырков следующая. Вы в этой же стойке, в которой я всем даю всю информацию, да, с первой тренировки для новичков, с этой же стойки, вот, с этой стойки вы проваливаетесь, вы падаете. Вы не должны вот это движение, вот это контролировать не надо. Вы просто как будто бы проваливаетесь вниз, вот, упали. Вот, и с этой вы упали и отсюда выходите, вот, 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 вот. И выходите на ту ножку, с которой уже хотите сделать, допустим, контратаку. Жева. Я извиняюсь, честно, я не знаю, я всегда пишу в чате, ребята, кого какое время устраивает. Я могу на час раньше делать. Ну, не всегда, но я могу подстраиваться, да, если мне напишет 5 человек или там 7-8, нас устраивает вот такое время, я подстроюсь. Я для этого эфир веду, чтобы люди могли и живо. Ну так, Орлан, корпус, вот почему я учу, вот корпус. Вот твой корпус, вот. Локоточки прижаты к ребрам. Я в каждой тренировке это говорю. Вот это твоя работа. Если ты корпус, тебе вообще не должны попадать по корпусу. Какой у тебя рост? По корпусу обычно человек пропускает, когда он не умеет либо же защищаться, либо же во время атаки он бьет, а его ловят на контратаке. В корпус попасть очень тяжело. Тем более сильной разницы нет, какие удары. В корпус достаточно в печень попасть просто остро. И все. Я чуть-чуть не пойму, Ежиева, у меня рост. Вы пишете прерывисто, я чуть-чуть не... Вот, поэтому корпус, чтобы в корпус не получать, ты должен учиться изначально локти, прижатые к ребрам. И ты должен быть сгруппированный. Вот, видишь меня? Вот. Я не буду снимать футболку, я вот так в кучу собранный, вот. Вот это ты должен вот отсюда работать. Вот. Отсюда ты работаешь. Вот. У тебя руки вот сюда возвращаются. Вот.
Ну, не так ты придавливаешь их прям к корпусу, понимаешь? Они, если атака, ты вот, когда атака, руки у тебя должны быть свободны. Но когда атака, ты можешь их в любой момент прижать, понимаешь? И тебе попадут не в печень, не в корпус, а в твою руку. Вот, и я не знаю, как, ну, поэтому надо учиться правильно. Вот. Всегда тренируйся, когда тренируешься, всегда из себя приучай. У тебя руки должны быть прижатые. Вот отсюда ты равно, понятно, когда ты спаррингуешься, конечно, не надо тебе, ну вот так, не надо их держать. Это ты их держишь на всякий случай, вот. На всякий случай тебе уйдет атака, ты вот поставил руку, и тебе попали сюда, понимаешь? А ты уже отсюда встретил. Вот. А как он тебе по корпусу попал, если ты еще его и ниже? Это удивительно вообще. Обычно с таким ростом они работают на жебах только. С таким ростом обычно жебами люди работают, и ты в жеб туда обходишь его и смещаешься, и работаешь с высокими, когда боксируешь. Как он тебя так открыл, что попал тебе в корпус? Странно, ладно. Он вообще не должен был тебе по корпусу даже бить с такой разницей в росте. С таким ростом по корпусу не бьют обычно люди. Ну, если такая разница 170, ну, значит, он... Вот. Ну, ладно. Когда спаррингуетесь, надо, чтобы кто-то был всегда третий. На всякий случай. Я не знаю, что там у вас делали, кто делал по-другому. Каждый тренер тренирует по-разному. У меня вообще комплексы собранные, да, у меня очень много, я где тренировался. Вот, поэтому я делаю то, что я знаю, да, и то, что дает мне эффект. Вот, а разные люди, разные системы, разные программы. Я этим добил по голове какие-то ужасы. Вот, у людей разные программы, разных тренеров. Это ж не спортзал, я ж не в спортзале веду тренировку. Конечно, я рассказываю основы бокса. Да, у меня опыт, у меня есть стаж тренером, да, работы. Ну, я не учился, у меня была возможность выучиться, но я работал с людьми, да, у меня есть опыт. Я борцов переучивал, тэквондистов, ставил удары, да. Конечно, ну а зачем вы это вывел бы? Для чего? Вот. А кто вас может, иначе вас никто учить не может. Это стандартная защита. Вот. Даже когда ты работаешь, отрабатываешь фронтальную стойку, перенос веса, ты вот ручки держишь. Я не знаю, кто вас чему учил. Вот. Рука здесь, локоть здесь. Никто другому ничего не мог учить. Вот. Это стандартная стойка. Фронтальная, когда ты работаешь в классической стойке, вот у тебя локоть тоже прижат, здесь прижато плечо, вот. Ты отсюда работаешь. Вот. 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 Другого ничего нету, я не знаю, чему вас учили. Вот. Посмотрите, что у меня есть видео, как я делаю. Я себя чувствую прекрасно и до, и после тренировки. То есть тренировка должна, когда правильный результат от тренировки, какая разница, бокс это или теннис, или аэробика, ты должен нормально себя чувствовать в любом случае. Вот. То есть правильность выполнения упражнений есть еще такое. Не просто упражнение, а правильность выполнения упражнений. Я все упражнения делаю правильно. То есть, ну, я знаю, уже это проработано. Я их делаю, довожу до таких тонкостей, да, чтобы не переучивать потом. Потому что когда переучиваю, особенно в боксе, нельзя заучивать неправильно. Потому что потом в процессе, если ты пойдешь дальше где-то спарринговаться или работать, в боксе, если у тебя неправильно поставлена база, ты не сможешь боксировать нормально, просто не сможешь. Потому что тебя будет то ли заносить, то ли ты будешь заваливаться, то ли ты не будешь делать правильно удар. Нету смысла от этих тренировок. Поэтому я делаю то, что уже проверено, да, мной и не только мной. Вот, поэтому, если интересно, приходите, смотрите, я для этого канал сделал. Я же объясняю, ребята, вам всем, что
сколько тренеров, столько будет и мнений. Вообще бокс – это такой спорт, да, там даже ученые есть, посмотрите в интернете, я читал даже много литературы, и профессора даже были, да, вот. Смысл в том, что у каждой по-разному работает. Вообще в боксе надо работать в зависимости от своей антропометрии. Антропометрия, то есть если ты 2 метра ростом, ты должен выбираешь себе, как ты работаешь. Если ты 1,90 м, ты надо подстраиваться под человека. Но есть база, классический спорт. Вот это тут, что тут я показываю, это база. Другой ее не существует, ее нету. Вот это есть стойка, перенос веса, фронтальная стойка, классическая левосторонняя, правосторонняя, прыжки, уклоны, нырки. Это то, что я здесь показываю. Можете любого тренера пригласить, знакомого вашего, подключить, и пусть он скажет, что это не база. Или там, ну, я не знаю. Ну, в принципе, это не надо делать, потому что я знаю. Я за то, что я делаю, здесь показываю, я отвечаю. Вот, поэтому не знаю, чему вас ребята учили. Учитесь, если вам не нравится, я честно, я стараюсь наоборот передать что-то здравое, да, и полезное, и то, что он действительно работает. Поэтому как хотите, это такое каждого лично дело. Вот. Поэтому новички работаем, вот мы работаем, да, постоянно у нас перенос веса. Это постоянно каждый должен для себя отрабатывать это упражнение. Вот, кто хочет чему-либо научиться, вот, отрабатывать перенос веса. Теперь возвращаемся к ныркам. Нырок делается следующим образом. Мы стоим во фронтальной стойке. Вот, как будто бы падаем вниз, просто проваливаемся. Вот, упали. Вот это нырок с этого начинается. И отсюда, когда уже вы подсели, коленки внутрь, вот, подсели, вы выходите либо же вправо, либо же влево. Вот, это выход ваш. То есть мы будем это упражнение прорабатывать двумя, я вас его, научу вас прорабатывать его двумя постепенно, да, с помощью 2 упражнений. Одно будет как подводящее. Пиши мне, какой, я тебе, если хочешь, главное, не вот это не ешь, вот эти там химию, вот это всякую чушь не надо кушать. Я так понял, ты молодой парень еще, всякую гадость не ешь, не покупай, никакие уколы, никакую химию, это все вред для здоровья. Натуральные продукты, мясо, можно, там есть, если тебе интересно, я тебе могу порекомендовать, ты мне напишешь, что ты хочешь, и там я тебе порекомендую. Вот, ребята, основы, продолжаем нырки. Вот, у нас будет подводящее упражнение. Мы стоим во фронтальной стойке и проваливаемся вот в середину. Вот это будет подводящее упражнение, чтобы научиться делать нырки. Вот, мы провалились, и потом будем уже делать вот такое. Следующее упражнение у нас будет вот такое. Вот. То есть мы должны научиться провалиться и выйти. Вот. То есть сначала делаем вот, как будто бы мы просто вот, вниз падаем. Вот. Это подводящее будет упражнение. А рост какой у тебя, я забыл, 1,70 м, так это твой вес, тебе не надо больше. Тебе не нужен больше вес. При 1,70 м, 1,71 м это нормальный вес. Вот. И теперь присели, вот тоже коленочки вперед, делаем вот такое упражнение. Вот. То есть мы идем вот так вот по диагонали. Вот, то есть вам надо сюда упасть и уйти сюда или сюда. Мы делаем сначала. Вот, провалились, а те второе упражнение делаем вот такое вот. И когда выходим вправо или влево, ставим ручку. Вот, если мы вышли сюда, мы закрываем эту сторону. Если мы вышли сюда, мы закрываем эту сторону. Потому что когда вы делаете нырок, вы будете выходить, вот, рука идет, вы сделали нырок, вам надо все равно закрыться, потому что человек, если удар кинул, вот, а вы сюда зашли, то он будет стараться отсюда, с переноса веса, вам, да, догнать вас.
Ну, так 70 килограмм это нормальный вес. Зачем тебе сейчас больше? Зачем тебе сейчас больше веса, я не пойму. Вот. Поэтому делаем следующее. Следующее упражнение. Вот. Встали чуть-чуть, подогнули ножки. И вот так работаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Что такое? Не понял ничего. Вот. Вот. То есть первое упражнение поделали, попроваливались. Вот. Попроваливались. А кто-то видит меня или слышит, я не пойму, что с трансляцией. Вот. Вот. Ребята, а напишите, кто-то видит меня или слышит, я не пойму, у меня что-то трансляция прервалась или что это такое. Все, я понял, хорошо. Вот. Поэтому первое, это должны научиться вот так вот проваливаться, да, вниз. Вот стоите, вот, и упали где-то на 60 градусов, да, должны вниз уйти на 60 градусов где-то. Вот. И отсюда уже будем тогда, когда научитесь вот это делать, просто упал, вот упал. Вот это упражнение, вот, тоже надо делать, вот. Вот, выглядит оно вот так потом будет, да? Вот ты упал и ушел, вот. Вот, упал и ушел отсюда, упал и ушел, вот. Смысл. Пока не надо лишний вес набирать. Я тебе говорю, ну, если не то, что лишний, спешить в 15 лет набирать вес не нужно. У тебя рост пропорционален, вес пропорционален твоему росту. Вот. И будет потом по финалу выглядеть, вот, нырочек ваш выглядеть вот таким образом. Вы провалились, вот, и ушли. Вот, 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 вот. То есть вы падаете, вы не тянете себя сюда, вот. Вы это не надо делать. Это многие показывают вот так вот. Вот, этого не нужно делать. Делается, вот, провалились и вышли, провалились и вышли. Вот, проваливаться вот сюда надо. Вот. Так ты еще вырастешь, тебе 15 лет, до 23 лет растете вы еще, ребята, мы, ну, мужики растут, до 23 лет еще. Вот. Вот. То есть первое упражнение вы отрабатываете, вот, провалились на 60 где-то градусов, просто вниз, как будто бы вы падаете вниз. Вот. И второе уже с этого положения, вот как вы провалились, делаете вот так, вот. Вот. И приучайтесь, ручки, вот, да, они здесь. Вот. 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 Делайте где-то, ну, я не знаю, вот это упражнение, которое подсаживаешься, раз 50, потом вот это, раз 50. Ну, это за тренировку. Одну тренировку на защиту надо в неделю брать для новичков. Одну тренировку на удары. Одна тренировка перемещения, одна тренировка силовая. 4 тренировки. Ну, это много, конечно, хотя бы с 2 или с 3 надо начать. Спокойной ночи, отдыхайте. Потом в профиле видео будет, в профиле можешь потом посмотреть. Я чуть-чуть сейчас и буду грушу бить тоже. Отдыхайте, конечно, у кого поздно. Вот. Поэтому 50 раз ребята поделали вот, потом стали ножки и вот поделали вот это, и потом попробовали уже полностью провалиться вот и уйти. Вот. Сколько у вас? Вот, ты стоишь, хоп, раз, 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 раз. Ты должен вниз упасть и уйти. Вот, вот это называется нырочек. Нырочек. Не нырочек не из-за того, что ты вот так сделал, вот так, а из-за того, что ты сделал так красиво, что ты раз и вынырнул. Нырок. Нырнул. Не там что-то угнулся, прогнулся, там, развернулся.
Вот, поэтому, ой, вот, ты уходишь. Вообще он редко, когда это движение используется, но оно для боксеров вообще развивающее, оно очень полезное для ног, для перемещения. А если ты будешь боксировать с высоким соперником, да, то нырки тебе пригодятся по-любому. Вот. То есть, ребята, смысл в том, что смысл нырка заключается в том, спокойной ночи, завтра приходи, силовая тренировка будет. Смысл в том, что вы как будто бы проваливаетесь здесь и отсюда делаете уже выход. Вот. Вы провалились, и в процессе, как вы уходите, вы уже делаете вот. Вы уже делаете, оно должно быть как одно движение. По полу, да, по диагонали, по полукруглой, да, вот. Одно движение, вот. Вот. Не вот так вот. Понимаете, вот, одно движение, вот. 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 Провалился и ушел, вот. Это должно быть одним движением, не тремя, не двумя. А показал я два движения. Почему? Потому что надо научиться сначала понять, как ты проваливаешься. Вот, научиться вот этому движению здесь. Вот, свободно это надо делать. Потому что некоторые делают вот так вот нырок. Ну, я не буду даже показывать, как это делать, мне это не нужно. И вам это не нужно. Вот. Так что это о нырке, да, ребята, это о нырке. Сейчас буду рассказывать о... У нас защита сегодня, да? О нырок. Фу, опять подвигался, кровь пошла в мышцы. Уклон. 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 Что это такое уклон? Тоже учимся, новички, с фронтальной стойки. Учимся с фронтальной стойки. Для чего уклон? Уклон это чтобы уйти тоже с зоны атаки, да, с линии. Вот. Прямой летит, ты сюда ушел. Или же пошел отсюда работать уже. Вот летит, сюда ушел, да. Как его будем учить? Вот сейчас становимся и просто будем делать, вот. Ну, это я рассказываю, да, для новачков, как научиться делать прямой. Вот. Смысл в том, что ты сюда вот уходишь, у тебя остается обзор, ты должен видеть, вот, что впереди происходит. Вот, ты сюда ушел, у тебя здесь прикрыто, и прикрыта челюсть, да, вот, вот. То же самое с этой стороны. Вот, вот ты работаешь, раз и ушел, вот, раз и ушел. Вот это уклон. Вот, сейчас буду рассказывать, как его правильно, да, отрабатывать. Как научиться правильно делать. Вот, уклончики. Сначала делаем, ребята, в обычной фронтальной стойке, ставим ручки, вот, и делаем сюда, вот, сюда, вперед, на эту ногу переносим вес и сюда наклоняемся. Вот, такого вот наклон, вот. Постояли чуть-чуть сюда, вот, сюда, 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 сюда. Полностью переносим вес на эту ногу, полностью. Потому что при уклоне ты должен, вообще уклон, вот, чуть-чуть вперед делается, переносится вес, чтобы эта нога, получается, сейчас уже рабочая, на ней вес. Поэтому надо отработать, вот, перенос веса в уклоне. Ты чуть-чуть уклоняешься, да, в сторону уходит уклон, вот, вот, вот.
Вот, когда отработали уже в правую и левую сторону, делаем следующее упражнение. Делаем шаг вперед. Вот. Шаг делаем вперед. Вот. И разворот корпуса сюда. Вот. Вот так. Вот. 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 Точно так же сюда. Раз. Два. Назад возвращаемся во фронтальную стойку. Стали назад во фронтальную. Раз. Можно делать либо же сначала правые, потом левые, либо же, вернее, сначала делаете в правую сторону, да, вот, потом в левую, потом по очереди, раз, стали, два, то есть делаем сначала правая сторона, потом левая, потом по очереди правая, левая, правая, левая, правая, левая, то есть совмещаем, чтобы для мозга это полезно, тогда идет лучшее запоминание, да, человек лучше запоминает, мозг, точнее, наш. Вот, тогда мы делаем по отдельности. Вот. Поделали в эту сторону. Вот. 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 То есть вы должны вес перенести на ту ногу, которая пошла вперед, да, вот, сюда. И прикрыть челюсть, да, чтобы у вас было прикрыто тоже. Бок тоже, чтобы прикрыт был. Вот. 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 Это движение делается резко, потому что вот если летит рука резко, да, вы должны также точно резко от нее уйти и сместиться, зайти за руку уже, сопернику за руку. Вот смысл еще чего, смысл уклона, постараться зайти за руку. То есть либо же это, если вот летит левая, да, человек правша делает левую, вы уходите отсюда, вот она сюда пошла, и отсюда уже можете с этой стороны работать начинать. То есть, либо же это правая, он левую кинул, вы отпрыгнули, пошла правая, вы ушли сюда, развернулись, и отсюда с этой стороны уже работаете. Я смысл просто я показал дальше, но новичкам сейчас не надо, там куда кто отпрыгивает. Вот, я показал для того, чтобы было понятно, полностью понятно, для чего уклон. Это обычный шаг, да, грубо говоря, обычный шаг вперед, либо же в сторону, но он предназначен для того, чтобы уйти с линии атаки. Вот, поэтому он называется уклон, поэтому он относится к разряду защиты, да, к пункту защиты в боксе. Нырок и уклон. Вот. Почему ему относят к этому, да, разделу? Потому что я что вам объясняю, это как уйти самое простое, как уйти, перенеся вес, уйти, да, от прямого удара. Нырочек – это от бокового, а смещение, ну, то есть уклон обычный в сторону, это от прямого удара. Вот, это то, что по защите. То есть вы сначала тренируетесь, да, вот, сюда вес, отсюда, сюда. То есть для новичков просто раз, стали, два, стали, три. Потому что просто вы можете стоять, вот и рука, вот вы уходите. Вот, просто ушли. Вот, ушли с линии атаки. Поэтому сначала делаем вправо-влево. Раз, два. Можно поделать. Раз, стали. Два. Когда делаем сюда, переносим вес, смотрим вперед. Вот, вот. И вперед смотрим. Вот, вот. Смотрим вперед. Вот, смотрим вперед. И после этого уже упражнение делаете, вот, делаете с шагом, да? С шагом и с переносом веса. Вот. Вы сюда, вот, вот, вот. Вот стоите, да? Вот и ушли. Все делаем с фронтальной стойки. Медленно, вот, вы должны сделать. Вот, сюда перекинуть вес. Вот, сюда перекинуть вес. Вот, сюда вес. Вот, та нога, которая вперед ушла, туда переходит вес. Вот, она у вас опорная уже получается. Перенесли вес, она опорная. Вот. Это по защите, по ныркам. Ребята, кто будет пересматривать в повторе видео, что непонятно, пожалуйста, пишите, потому что я прихожу, ну, у меня есть свои другие дела, и, может быть, я что-то забываю или недообъяснил, недопоказал.
не донес, пишите, не стесняйтесь, задавайте вопросы вот, в эфире, либо же потом, если кто-то смотрит, да, пересматривает, пишите, задавайте вопросы, а как это сделать, как то, потому что, возможно, где-то я что-то упустил или пропустил, я не всегда, ну, как бы, да, человек тоже может, да, что-то забыть или упустить, вот, или если непонятно упражнение, тоже можно переспросить всегда, вот, сейчас буду показывать, как во фронтальной стойке научиться, да, вот элементарному, это передвижение, прыжочком. Вот у меня такая гантелька есть. Это одна. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, тут 10 килограмм всего. Ну, такая, для боксера хватит. Больше не надо 10 килограмм. Я больше 12, она мне максимум. Вот, сейчас покажу, с чего начать передвигаться, как научиться передвижению, да, ну, с подручными средствами. Я блины положу, да, от гантеля, вы можете, ну, что угодно, можете там стаканы, ну, стаканы не надо, чтобы не разбились, я не знаю, положить какие-то доски, там, что угодно. То есть у вас длина, фронтальная стойка, ты становишься во фронтальную стойку, у тебя длина, получается, ноги ты должен ставить на ширине плеч, чуть-чуть шире плеч. Как высчитывается, допустим, человек 1,80 м, тут вы читаете метр, да, вот 80 сантиметров примерно, у вас должна быть ширина от одного большого пальца до другого от 70 до 80. Вот. Ну, я на глаз уже, да, кладу, я понимаю и так примерно, да, с расстояния. Вот, вы стали, положили, да, 3, я не знаю, видно там, надеюсь, что видно. Если не видно, сейчас вот так сделаю, будет видно. Ну, так видно будет. То есть я вам объясняю, ребята, чтобы научиться, да, передвигаться, фронтальную стойку изучили, потом будем, вот сейчас я показываю передвижение, защита и передвижение сегодня тема. Вот, вы положили, что там у вас есть, я не знаю, деревяшки, не знаю, палки какие-то, кирпичи, может быть, ну, может, блины тоже, как у меня. Вот, стали во фронтальную стойку, так как мы учим. Так как мы учим, ножки, пальчики большие чуть-чуть вперед, коленочки, ну, наискосок чуть-чуть смотрят, вот, ножки пружинки, и мы делаем, толкаемся правой ножкой, ну, в данном случае у меня правая ножка, да, толкаемся крайней ногой, вот где мы стоим, справа или слева, кто как будет стоять, толкаешься крайней ногой, с краю отталкиваешься и делаешь вот сюда, перепрыгиваешь. Потом с этого края отталкиваешься, перепрыгиваешь сюда. С этого края отталкиваешься, перепрыгиваешь сюда. С этого края перепрыгиваешь сюда. С этого края перепрыгиваешь сюда. И в процессе того, как ты прыгаешь, да, работай на пружинку, да, вот. Стоишь, раз, раз, два, три, раз, 4. Вот, то есть прыгнул 2 раза здесь, прыгнул 2 раза, прыгнул. Для чего это упражнение? Чтобы вы привыкали не сводить друг другу ножки, потому что большая ошибка у начинающих, да, это вот начинают приставным шагом работать. То есть вот для этого нужно это упражнение, чтобы вы почувствовали вес здесь, раз, вес здесь, раз, вес здесь, раз, вес здесь. Для этого нужно это упражнение. Чтобы научился, да, кто хочет научиться основам правильно передвигаться, не, чтобы у него ноги не пересекались, потому что если вы изначально заучите неправильно, да, будете то ли пристукивать, да, где-то ноги у вас не будут правильно работать, да, вот в таком положении, да, постоянно. Если вы не научитесь, вот, а будете где-то их вместе сводить или еще что-то, то очень большая вероятность, что дальше вы не сможете уже ничего делать.
Ну, по крайней мере, нормально. Поэтому изначально надо заучить перенос веса, разворот корпуса, передвижение на ногах, смещение, точнее сначала нырки, уклоны, потом уже дальше смотреть и учить то, что там показывают, там бьют груши, там что-то там делают. Вот это база. Вот. Для чего вам предметы, да, чтобы у вас был просто ориентир, чтобы вы привыкли, что у вас, вот, вы работаете, вот. То есть это, вот, для этого, что вы, когда стали в обычную, да, стойку классическую, бойцовскую, вы делаете то же самое. То же самое, просто в стойке уже мы сейчас поменяем, я вам покажу. Поэтому вот, самое элементарное, с чего вы должны начать, это вот это перемещение. Во-первых, вес, вы прочувствуете, да, вес здесь, раз, вес здесь, раз, вес здесь, раз, вес здесь, раз, вес здесь, вот. Во-первых, вы проработаете дальше перенос веса, да, во фронтальной стойке, это основы азы. Во-вторых, у вас ноги и мозг, да, он привыкнет к правильному движению, то есть чтобы у вас уже было понимание, как передвигаться. Это все азы. Вот. Это все азы, ребятки, бокса. Вот, сейчас еще раз я покажу. Не могу настроить. Это все, ребята, передвижение. Передвижение в боксе. Вот, поэтому, кто хочет научиться основам, это основы основ. Вот вы сейчас получаете основы основ. Другого ничего нету, никаких других основ. Никого не слушайте. Вот. Здесь вес, здесь вес, здесь вес. Вот, вот. Вот, ручки прижаты. Вот, но для новичков медленно. Раз. Тут почувствовал вес. Раз. Здесь вес. Раз. Здесь вес. Раз. Здесь вес. Раз. И этой же ногой, где вес отталкивается. Раз. Отсюда. Раз. Отсюда. Раз. И отталкиваетесь, стараетесь учиться сразу 3 пальцами. То есть большой палец ноги, второй и третий. Сразу заучиваете правильно. Работать на 3 пальцах, хотел сказать, большой ноги. Ну, есть маленькая нога, есть большая. Вот. Короче, большой палец ноги, второй и третий, да, 3 пальца, начиная с большого. Вот. Вот это ваша работа, вот, новичков. Вот, вот, вот. С этой ноги вес здесь, отталкиваешься, вес здесь. С этой ноги вес тут. Отталкиваешься, вес тут. Все. И пошел. Вот. 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 А это просто ориентир, да? Вот. Вот, поэтому, ребятки, это для вас. Вот. Основы основ, я не знаю, кто по телефону по-другому может научить. Вот я обдумываю вот это каждое упражнение. У меня тут вот целые записи, я когда-то покажу. У меня здесь вся комната обклеена моими вот всеми этими упражнениями, как его сделать, как вам показать лучше. Вот. Ну, уже взял мяч, да, как говорится. Взял мяч. Вот. Поэтому работаем, учимся, да, кто хочет. Профили там видео есть, можно посмотреть, пожалуйста. Вот. Еще раз показываю, да, потому что это полезное упражнение, видите, я его сам с удовольствием делаю. Вот.
Ничего замудренного здесь нету для новачков. Оно очень простое. Вот. Вот. Пожалуйста. Для ножек очень полезно, очень хорошо развивает вот передвижение, работа на ногах. Так, у нас было сейчас сегодня уклоны, нырки, фронтальный перенос, уклоны. Так, прыжки во фронтальной. Теперь прыжки я ставлю в боевой стойке, я показываю. Вот. Тот же самая длина, да, она примерно, вот стойка ваша, вот. Вы стали, одна ножка возле одного, вторая возле среднего. И делаете то же самое. Этой ногой оттолкнулись, перенесли вес на эту. Этой ножкой оттолкнулись, перенесли вес на эту. И делаем вот так. Раз, два раза здесь. И на третью оттолкнулись. Раз, два, 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 три. 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 Вот. Это уже в боевой стойке, да? То, что мы делали во фронтальной. Сейчас я показываю, что делать в боевой. Для ребят, которые работают в правосторонней стойке, то есть для левши, то же самое упражнение. Вот, левша становится точно так же, да, и работает точно так же. Вот. 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 Те же самые упражнения для левши. Вот. Вот. То же самое. Вот, то же самое. То же самое, ребята, пожалуйста. Вот. Это вам база для ног. База для ног. С чего надо начинать, да? Что делать? Вот это база. То есть это те упражнения, которые вы, как сказать, новичок, тот человек, который только начинает заниматься боксом, вот эти основы он должен взять, это его тренировка. Это не основы бокса, это твоя тренировка, если ты новачок. Ты должен делать, вот там у меня первое, второе, третье видео. Вот ты те упражнения должен научиться делать самостоятельно дома. Если ты не ходишь на тренировку и хочешь научиться дома самостоятельно вот эти упражнения, тогда ты поймешь, что это такое передвижение, что такое перенос веса, что такое челночок. Эти упражнения, они для этого предназначены. Вот. Вот, ребята, на сегодня
Это вся информация для новичков. Этого достаточно для начинающих. Это информация, да, чтобы обучаться уже, чтобы самостоятельно использовать эти упражнения. Вы можете уже начинать. Вот. Уже можете самостоятельно начинать использовать эти упражнения. Я сейчас буду работать на груше. Вот, потом уже все. Тренировка сегодня, ребята, закончена. И все, кто начинает тренироваться, ребята, начинайте с разминки. Не забывайте разминаться. Это мой вам совет. Всегда разминка. Перед тренировкой всегда надо сделать шейка чуть-чуть сюда, плечики, да, размять плечевой пояс, да, грудной отдел, поясницу растянуть. Разминка обязательно. Я не показываю, потому что это основы. Вот у меня свои разминки, я до тренировки разминаюсь старше, слава богу, дай бог каждому. Вот.
Ребята, тренировки по боксу, да, для новичков, основы бокса. Вот, помимо бокса, еще другие виды спорта, да, бодибилдинг, легкая атлетика. Вот. Кому интересно, подписывайтесь, приходите на онлайн тренировки, видео в профиле очень много, да, кто хочет начать, с чего, вот, домашние тренировки. Вот, сейчас основы бокса, месяц будут основы бокса для людей, желающих обучиться, вот, самостоятельно, ну, как самостоятельно, я рассказываю все, я имею в виду, что нет возможности в зал ходить, либо же еще какая-то другая причина. Вот, этот канал для того, чтобы человек, желающий самостоятельно с помощью, да, информации, которую я даю, научиться, либо же узнать что-то новое, возможно, может начать заниматься боксом, начать заниматься бодибилдингом. Вот эту информацию можете найти в профиле у меня.
А ціна на великі піци 279 гривень. Домінос Піца. Акція дійсно 22 по 30 березня цього року. Деталі на Домінос.ua. Ціна на лобовому склі. Гласвел. Розбите лобове скло взагалі. Гласвел. Ремонт лобового скла. Гласвел. Заміна лобового скла. From high in busy streets, free without a plan. Leave my footprints in the sun. Is it possible? Possible? I'm afraid, I'm sleeping and hoping nothing will break me. Leave a mark in my own heart. Is it possible? Possible? We don't need education. Hello, this is Daniel. Hi, this is Armin van Buren, and you're listening to Kiss FM Ukraine. I dream about you and I calm ourselves into the sky. I feel us getting closer, closer. It's like a rock, no, yeah. Drunk into the water. We breathe in the water.
It's like a false Ребята, тренировки онлайн. Всем добрый вечер. Вот, всем хорошего настроения, бодрости духа, отменного здоровья. Вот, кто желает, ребятки, тренировки онлайн я провожу, да, в профиле можете посмотреть видео, какие тренировки. Вот, приходить, подписываться можно в онлайн, задавать вопросы по материалу, да, который я даю. Можете приходить онлайн, каждый день я в эфире. Вот, корректировка веса, сгонка, набор, основы бокса, бодибилдинг, легкая атлетика, смешанные единоборства, вольная борьба, комплексные, целенаправленные упражнения на группы мышц, на выносливость, на общее развитие, упражнения для всех возрастных групп. Да, можете, да, человек, ну, мало ли, после операции, после еще чего-то, есть такие упражнения, которые можно, или возраст уже, да, не позволяет так тренироваться, как молодые. В общем, целый набор, да, для всех вариантов жизненных, да, эфир здоровья. Вот, ребята, сейчас только могут подписчики смотреть, и 25 человек помимо, больше. Поэтому, если хотите, да, участвовать, приходите в эфире, подписывайтесь, пожалуйста, да, поддерживайте канал о здоровье, да, здоровом образе жизни. Вот. Советы по питанию. Вот. Могу даже программы писать, да, и питание, и корректировать вес. Вот. У самого, да, сейчас вот свое достижение, да, это за где-то около 40 дней, да, 8 килограмм я скинул по своим тренировкам, по своим программам. У меня минус 8 килограмм, да. Вот. Поэтому положительно влияют, да, мои комплексы, мои тренировки, да, положительно влияют на корректировку веса. Что нужно, да, скинуть, приходите. Нужно набрать, тоже есть силовые упражнения. Очень много, у меня уже там база целая, да. Пожалуйста, видео для людей специально делаю. Для тех, у кого, может быть, нет возможности в зал ходить. Либо же, ну, хочет человек тренироваться, зал далеко или еще какая-то причина, да. Я тренируюсь дома, сделал блог. Вот, у меня больше 20 лет стажа, да, ребята, для людей, кто хочет начать тренироваться, не знаю с чего, может быть, в зал стесняется пойти. Вот. Можете найти у меня очень много информации по тренировкам, как комплексным, так и изолированным, так и основы бокса, бодибилдинг, легкая атлетика, упражнения с борьбы, упражнения с смешанных единоборств. У меня очень много, да, заточено под боевые единоборства упражнений, ловкость, выносливость,
Вот. В общем, зайдите ко мне в профиль, да, посмотрите, а потом подпишитесь, все равно я знаю. Вот, так что, ребятки, все, пожалуйста, приглашаю всех на тренировку. Так что, ребята, всех приглашаю, да, кто хочет улучшить свои физические показатели, да, может быть, к лету уже пора, да, я уже вот к лету и к соревнованиям готовлюсь, и к соревнованиям, и к лету. У меня сразу два эффекта. Эффект двух зайцев, да, поймал сразу, да. Вот, пожалуйста, приходите, упражнения на выносливость, на кардио, да, на ловкость, на реакцию, комплексные упражнения, силовые. Вот, все, что можно дома использовать, про спортивный инвентарь, чем заниматься, как дышать, порядок выполнения упражнений. Собрано очень много информации с разных видов спорта, ребятки. Мне 40 лет, я тренируюсь, грубо говоря, так, в любителях, ну, уже больше 20 лет. У меня очень большой стаж в спорте, вот, и сейчас я занимаюсь дома, есть возможность. Я делаю эфиры, делаю нарезки, вот, делюсь с людьми, кто хочет тренироваться дома, да, ищет как, ищет чем. Все в профиле, пожалуйста, ребята, открывайте, подписывайтесь, приходите в эфир. Шаман. Спасибо, брат. Спасибо. Which is always within himself. Спасибо, брат, спасибо, что поддерживаешь. Explore your future. Думай о хорошем, притягивай хорошее в жизнь. Ну, а если уже, не дай бог, такое случится, просто будь готов и все.
Шаман, ищи себе друзей, не ищи врагов. Брат, давай, я буду твоим другом. Приходи ко мне на тренировки, мы будем с тобой общаться, дружить. Избегай ссор, конфликтов, они не нужны в жизни. Это негатив, нанесет негатив. Вот. Ребята, тренировки онлайн. Вот. Видео есть в профиле. Комплексные тренировки, изолированные, целенаправленные. Основы бокса в данный момент. Тренировка онлайн идет. Вот, обучаю, кто хочет самостоятельно начать тренироваться, не знает как, не знает чем. А что ты там ходишь, где, кто там, с-под тишка, не с-под тишка? Вот. Не ходи туда, значит. Вот, ребята, приглашаю всех, да, подписывайтесь, потому что пока только могут подписчики смотреть, и 25 человек. Вот. Кому интересно, приходите, задавайте вопросы в прямом эфире. Рассказываю, как тренироваться, с помощью чего, какой инвентарь, да, приобрести, вот, чтобы в домашних условиях начать тренироваться, да. Рассказываю подробно, описание, видео, все есть. Вот. Эфир здоровья, да, сейчас тренировка. Были основы бокса, передвижение, перенос веса во фронтальной стойке, передвижение в боксе, нырки, уклоны. Сегодня был эфир посвящен основам бокса. Ребята, кто желает, у кого есть время, приходите на тренировки, приходите в эфир, задавайте вопросы, подписывайтесь. Вот, я тренируюсь дома. И всех, кто желает тренироваться, начать. Кто не знает как, возможно. Может быть, кто-то вообще никогда не тренировался, пора уже начинать. Вот здесь вы в моем профиле найдете эту информацию. Комплексные тренировки, основы бокса, бодибилдинга, атлетика легкая, кроссфит, упражнения с борьбы. Мои личные, да, у меня больше 20 лет стажа в различных видах спорта, да. Очень много информации уже в профиле есть. Кто желает, можете ознакомиться. Вот, зайти в профиль, посмотреть, чем я занимаюсь, какие у меня тренировки, подписаться. Не забудьте, если понравится. Вот. А понравится по-любому, потому что я сам очень много разработал комплексов. Вот, я не сомневаюсь в них. Они несут улучшение физического, да, состояния. Сейчас у меня лично мой прогресс, это 8 килограмм я сбросил по своим программам комплексным, да, которые включают в себя элементы бокса, элементы бодибилдинга, борьбы, кроссфита, легкой атлетики. Вот личный мой, да, рекорд достижения, ну не рекорд, хотя это можно рекордом назвать, да, 8 килограмм я скинул за меньше, чем за 5 недель. 8 килограмм, ребятки, пожалуйста, ознакомьтесь, подписывайтесь, приходите на тренировки. Вот я всех приглашаю, создал этот канал специально, да, чтобы свои знания передать вот, людям, которые не знают, с чего начать заниматься, да, какие есть упражнения, как правильно делать упражнения. То есть очень много информации, которую вы, может, даже не каждый тренер ее рассказывает. Не может, а точно я это знаю, потому что я очень много прозанимался, знаю очень лично много тренеров. И, у многих был, у многих тренировался, с многими тренировался. Вот. Кандидат спорта бокса, мастер спорта по бодибилдингу, разряды у меня
В смешанных единоборствах, да, я занимал места, ездил на соревнования, на чемпионаты. Вот. Ну, и это долгий послужной. Я не хочу рассказывать, я приглашаю всех. Вы все равно люди, да, ну, я даже себя знаю, там, зашел кому-то на страницу, да, и смотришь, там, видео понравилось. Заходите ко мне, я приглашаю, ознакомливайтесь, понравится, зайдет вам, да, эти мои тренировки комплексные, мое обучение, да, боксу я обучаю тяжелой атлетике, силовые упражнения. Понравится, ребятки, оставайтесь, приходите. Я всегда открыт к общению, у меня эфиры каждый день, кроме воскресенья. Корректировка питания, подсказки, как упражнения. У меня видео нашли, начали самостоятельно делать. Влад в эфире, 5 часов вечера. Нам непонятно, мы не знаем, мы неправильно дышим. Я здесь, я за свою информацию, которую я даю, я за нее отвечаю, как служба поддержки, да. Вот. Вы ко мне подписываетесь, тренируетесь, ознакомливаетесь своими тренировками, своими упражнениями, а я ваша служба поддержки. Вдруг чего вы мне сразу вот с 5 вечера до 7, да, центральному европейскому времени пишите мне смс: Влад, а что ты там за видео оставил, да? Вот я делаю упражнения, а у меня еще не вырос бицепс. Вот, и я вам начинаю объяснять, почему не вырос бицепс. И мы начинаем дискутировать. Вот для этого эфира, ребят. То есть я не просто повыкидывал, да, там 1000 упражнений каких-то, да, где-то там я услышал или увидел и ушел на рыбалку. Я их делаю, эти упражнения, делал, сам сделал. Ими же тренируюсь и тренируюсь онлайн с вами же, и за них отвечаю. То есть вот такой я вам предлагаю такой вариант, да. Вот, а вы уже решите, подходит ли вам это или не подходит. Вот, ребятки. Так что я всех жду. Вот, даю базу основы бокса, бодибилдинга, силовые тренировки, тренировки на выносливость, на ловкость. Очень множество объем упражнений уже в профиле есть. В эфир может приходить 25 человек только, к сожалению, пока так YouTube сделал мне, хоть так пока. Вот. Поэтому я всех приглашаю, подписывайтесь. Служба поддержки у вас каждый день работает по спорту, да. Вот. Кроме воскресенья. В воскресенье я отдыхаю. Но если что-то уже крайне, там можете написать личное сообщение. Поэтому, вот, ребятки, у вас есть база, есть основа уже. Там очень много у меня уже комплексов. Столько, что я уже сам пересматриваю, потому что, ну, где корректирую, да, где люди уже пишут, интересуются, как это делать, как это. В общем, комплексные тренировки, ребята, комплексные, очень много разработано самим лично, испробовано, проверено, вот. Поэтому сам себя рекомендую, как сам себя не похвалишь, никто не похвалит, поэтому вот всех жду, ребята, приходите, пожалуйста, подписывайтесь, да, вот. Уговаривать никого не буду, уже стою минут 5, заливаю, да. Ну, просто очень много упражнений, очень много комплексов у меня лично мной разработанные, да, и я просто знаю, что от них есть эффект, очень, да, хороший, скажем так, мягко, вот. И я стою, мне весело, я людям предлагаю, приходите, подписывайтесь и тренируйтесь, я всю вам информацию дам. И мне от этого смешно, потому что, ну как бы, да, я уговариваю нормально, да, там люди, не знаю, там попы показывают, да, по телевизору, и у них заходит больше их видео, наверное, чем человека, который профессионально спортом занимается. Ну ладно, это все шутки, ребятки. Кто хочет, да, начать тренироваться дома, не знает как, не знает с чего, этот канал созданный специально, этот блог, да, вот. Я всем желаю отменного здоровья, крепости духа. Приходите каждый день в 17:15 по центральному европейскому времени. Кроме воскресенья я провожу онлайн-тренировки, онлайн-эфиры. Вот, по спорту, эфир здоровья. Все, ребята, всем хорошего вечера, хороших выходных. Завтра силовая тренировка в 17:15. Все, пока.